Привет, ребят! В прошлом видео по теме гиперлордоза я показал, как за 3 этапа можно исправить гиперлордоз. И судя по отзывам, у многих получилось это сделать. Но сейчас на практике я все чаще замечаю, что в некоторых случаях и этих 3 этапов бывает недостаточно. Потому что при очень длительном гиперлордозе происходит еще ряд вынужденных адаптаций нашего организма, а именно выключается квадрицепс бедра полностью, либо нижняя его часть, выключается икроножная мышца, и голеностоп теряет свою подвижность. И так как все это является нашей опорой, то очень важно, чтобы все эти мышцы вовремя смогли подхватить ваш прогресс, ваш результат по работе с гиперлордозом и по-новому распределить нагрузку. Если же эти мышцы выключены или работают плохо, то подхватить, соответственно, будет нечему. И у организма запустится естественное действие откатить все назад, как было удобно до этого, то есть вернуть вас в позицию гиперлордоза. Давайте разберем несколько простых упражнений, чтобы вы могли себя проверить и своевременно начать работу с нужными мышцами. Первое, что нам нужно сделать, это проверить работу икроножной мышцы и голеностопа. Для этого делаем простой тест. Встаем в такую позицию, ягодицы находятся над пятками и начинаем поднимать колено к груди. Можно не обязательно высоко, можно до пояса. Тут дело не в высоте, а в том, как мы совершаем это действие. Обратите внимание, что если я сделаю это действие очень медленно, то вы увидите, как у меня сначала заряжается стопа, выпрямляется носочек, отталкивается за счет икроножной мышцы. И здесь, когда она уже вылетела, я ее подхватываю нижней частью квадрицепса бедра, ягодичной, прессом и подтягиваю выше. И это действие, я его не контролирую, оно естественное. Но если же у вас либо ограничена подвижность голеностопа, или выключен икроножная мышца, то, скорее всего, вы попытаетесь все это движение либо сымитировать, либо сделать только за счет квадрицепса бедра. И это будет выглядеть вот так. Если это ваш случай, то в этой позиции вы можете делать вот такое простое упражнение. То есть разделяем это движение на несколько частей и пробуем делать их по отдельности, начиная с вот такого движения стопами. Мы встаем не на пальцы, а на подушечки, на носочки, на каждый раз на стопу. И давим этой стопой в пол, когда встаем, чтобы максимально напрячь все мышцы. И впоследствии можно пробовать поднимать так, чтобы это было естественное движение, именно которое вы не контролируете, а ваши ноги сами двигаются, когда вы даете команду просто поднять колено. Но и этот момент может быть сложным в некоторых случаях, поэтому для того, чтобы понять, каково это естественное вот это движение, можно попробовать попрыгать из этой же позиции на одной ноге. То есть совершать все движение только за счет толчка стопы и икроножной мышцы. Квадрицепс выключен, таз выключен, пресс выключен. Нога просто сама по себе прыгает за счет этого движения, импульса. Это то же самое, что если бы вы прыгали на 2 ногах, только здесь нужно прыгать на одной ноге. И именно это движение является начальным действием, начальным импульсом в движении, когда мы поднимаем колени. Икроножные мышцы можно укреплять стоя на йога-блоках. Для начала можно попробовать вот так поставить половину стопы, чтобы только стоять на пятках, и порастягивать икроножные мышцы здесь такими перешагиваниями.
или одновременным выпрямлением ног. Медленно, осторожно. Если уровень йога-блоков слишком высокий, можно подложить одну или две толстые книги. Так, после того, как вы растянули мышцы, можно начать укреплять икроножные мышцы вот таким движением, вставанием на носки. Ну, также для развития мышц можно делать такое движение. Садимся на край стула, можно держаться за сидушку и выполнять вот такие подъемы ног. Это один вариант. И второй вариант также пульсами делать это движение. Задача какая? Задача научиться полностью выпрямлять голеностоп, если вдруг он не выпрямляется у вас до полной линии. Видите, когда мы натягиваем носочек вперед, здесь должна быть прямая линия. В некоторых случаях у людей стопа теряет подвижность и имеет очень ограниченное движение здесь и не может выпрямиться до конца, например, выпрямляется вот так. То есть вот это расстояние, сколько она не выпрямляется. В любом случае здесь будет твердая часть, отстанет верхняя часть стопы, поэтому это надо все размягчать и расшевеливать. Ну, одно из самых простых движений, которое можно это делать, всегда сидя. Когда мы за учебой, за работой, кушаем, делать вот такое простое упражнение. Из этой же позиции можно выполнять провороты стопы сначала по минимальному радиусу, просто почувствовать, как это вращать и чувствовать вот это натяжение мышц вот этой области. Для следующего движения нам нужно будет встать ровно, поставить ноги чуть-чуть уже ширины плеч и сесть на корточки. Сидим. После этого опускаем руки вниз, прямые как есть, и чуть-чуть отрываем пятки. Вот позиция. И в этой позиции мы пробуем сейчас носочками давить в пол, совершая как будто вот такое движение, но стопой мы двигать не будем, потому что мы сейчас будем делать пульсы, чтобы нагрузка пошла в нижнюю часть квадрицепса бедра. Получается вот так. Вот, я делаю 10-20 секунд, у меня уже чувствуется хорошая нагрузка вот в этих мышцах. Если эти мышцы выключены, то это движение будет совершить очень сложно. Дольше, там, 30 секунд. Обратите внимание на то, какой высоты эти пульсы, то есть 2-3 сантиметра максимум, очень маленький. Не нужно задирать вот так ноги полностью, это другое упражнение. Здесь именно мы активируем и проверяем, насколько вообще работают мышцы. Очень важно понимать, что при исправлении гиперлордоза вам нужно будет научиться заново стоять, ходить, сидеть, бегать, делать все эти действия без гиперлордоза. В первое время вы будете это контролировать своим вниманием, а впоследствии это уже станет для вас естественно, и вы не будете тратить большого ресурса, чтобы как-то поддерживать эту позицию. Конечно же, есть более сложные случаи гиперлордоза, которые более длительные или еще осложнены какими-то дополнительными моментами, которые не дают его полностью восстановить. С такими случаями мы работаем в годовой группе восстановления позвоночника. Я скажу, что чем раньше вы начнете работать со своими проблемами со спиной, тем лучше, потому что у людей, которым 60+,
плюс возраста, у них также все еще есть шансы что-то исправить, но это происходит гораздо медленнее и, честно сказать, во много раз сложнее.